Территория The Grand Resort достаточно большая по площади и разделена на два участка. На одном из этих участков бассейн с подогревом в зимний период, а в другой части отеля бассейн без подогрева. Отель был построен почти 30 лет назад, и главное преимущество большинства старых отелей перед новыми – это роскошные сады. Цветущие деревья и пальмы по всей территории на фоне ярко-желто-оранжевых зданий в дворцовом стиле прекрасно отвлекают от некоторых недостатков, которые, конечно же, здесь есть. Например, зонты вдоль бассейнов явно нуждаются в ремонте, и вместо того, чтобы реставрировать или заменить, персонал предпочитает при любом удобном случае их закрыть. И речь не о зонтах около пустых лежаков. Когда к нам первый раз подошел работник и молча стал сворачивать зонт, я не поняла. Говорю ему: не нужно закрывать, оставьте. Но он в ответ начал со мной спорить, что из-за облаков недостаточно солнечно и можно обойтись без зонта. А вам когда-нибудь приходилось отстаивать зонт в отеле? Со мной такое впервые. Следующий нюанс – детский клуб и игровая площадка. Здесь из плюсов только бассейн под навесом. На остальное смотрите сами. Во-первых, в непосредственной близости стройка. То, что я назвала игровой площадкой, это 2 качели и песочница. Мини-клуб открыт 2 часа в первой половине дня с 10 до 12 и 1,5 часа после обеда с 15 до 16:30. Аниматоров в отеле буквально несколько человек. На инфостенде в лобби мы видели расписание активити, но сами активити ни разу не застали. Зато чего в отеле в переизбытке, так это экстра продаж: соки, фрукты, мороженое, а-ля карт рестораны, массажи, бьюти-услуги и так далее. Вот, например, напитки в лобби-баре только за доплату, и это не импортные напитки, а местного производства. И рядом с этим баром еще более интересное заведение – кондитерская. Здесь можно бесплатно взять тортик или пирожное при условии покупки напитка. Милкшейк 3 евро, свежевыжатый сок 4 евро, шарик мороженого 1 евро. Интересно, куда в конце дня девают оставшиеся торты? В основном в ресторане другой ассортимент. А то, что большая часть остается, это 100%. Как видите, очередей тут нет. И еще один экстра-сервис за доплату. Находится он в братском отеле The Grand Hotel на первой береговой линии через променад от The Grand Resort. Это тренажерный зал. Пляж у 3 отелей City Grand общий, очевидных разделений на зоны как будто нет, но так как 3-й отель Grand Palace только для взрослых и он сильно дороже, чем Grand Hotel и Grand Resort, то, наверное, сотрудники следят, чтобы гостей Palace не тревожили остальные отдыхающие. Заход в воду на протяжении всего участка пологий, песчаный, песок крупный, вода прозрачная, не мутная. За буйками большая парковка кораблей, на что часто бывают жалобы в отзывах. Могу сказать только свое мнение. Никаких особых загрязнений в связи с яхтами не видела, а мы на этом пляже не впервые. Шезлонги деревянные с матрасами, зонтов и заслонок от ветра много. В правой части пляжа 2 аквагорки. Не знаю, они когда-нибудь работают или нет, мы не застали их в рабочем состоянии. Рядом с этими горками кафе «Марина». В нем могут пообедать гости Grand Resort, чтобы не возвращаться в свой отель на 2-ю линию. Есть меню по системе «Все включено» и экстра блюда за доплату, например, морепродукты. Кафе начинает работу в полдень. В этой же локации рядом с горками и кафе «Марина» волейбольная площадка, гамаки и качели. Еще одно кафе в центральной части пляжа, но здесь гости Grand Resort по браслетам могут брать только напитки, а еда за доплату. Мы живем в Египте более 20 лет и знаем все отели Хургады изнутри, от бюджетных до премиум уровня. Подбираем и бронируем туры с вылетом из России или просто проживание в отеле Хургады без перелета. Обращайтесь, контакты в описании к видео. А это детская площадка под навесом в пляжном отеле. Хоть и небольшая, но интереснее, чем на территории самого Grand Resort. Находится она около главного здания Grand Hotel, и здесь же рядом теннисные корты. Самый короткий путь из Grand Resort в Grand Hotel прямо через променад, на который можно выйти либо через амфитеатр Grand Mall, ориентируйтесь на стрелки The Beach, либо через ресепшн. Второй путь несколько дольше, по надземному мосту над променадом, подняться на который можно с ресепшн мимо основного ресторана Махара. С моста открывается прекрасный вид на туристический променад Эль-Мамша и все 3 отеля грандовской сети: Grand Resort,
Гранд Отель и Гранд Палас. При выборе отеля на второй линии имейте в виду, что на пляже нет центра выдачи полотенец для гостей Гранд Резорт. Их нужно приносить с собой к морю и, соответственно, уносить обратно в свой отель, что, конечно, неудобно. А мы возвращаемся на вторую линию в Гранд Резорт и покажем холл отеля, плюсы и минусы номерного фонда, бары, рестораны, вечерние мероприятия и расскажу о нюансах заселения-выселения. Вот такие украшения к Пасхе с печеньем и сладостями выставили за неделю до нее и ежедневно обновляли. Рядом со стойками регистрации есть банкомат, в том числе с функцией обмена валют на египетские фунты. Отельный холл просторный, с диванами и роялем. По вечерам живая музыка. Wi-Fi чисто теоретически есть, но из 3 дней нашего пребывания 2 дня не работал вообще, а в тот день, когда работал, подключиться к нему получалось только рядом со стойками регистрации. Если же отойти на 5-10 метров в сторону, например, куда-нибудь в бар, сигнал пропадает. Как я уже сказала ранее, лобби-бар полностью платный, а вот этот бар работает по системе «все включено». Частично он находится внутри холла, в этой части безалкогольные напитки и самообслуживание. И другая его часть снаружи, помещение на открытом воздухе. Там бутылочное пиво, пакетированное вино и крепкий алкоголь. Соки в отеле порошковые, типа Юпи. Следующая тема – коты в отеле. Кто-то будет в восторге от трогательной заботы о братьях наших меньших, ну а кому-то такое соседство на отдыхе не по душе. На вопрос, возможно ли размещение со своими домашними животными, ответ – нет, не допускается. Кстати, вдруг кому-то информация пригодится. Один из немногих отелей в Хургаде, куда можно заселиться со своим питомцем – Гифтун Азур, находится на этом же променаде примерно в 15 минутах ходьбы от Гранд Резорт. Заселяемся в номер 1143, и вот какие нюансы. Во-первых, в этом отеле не ждите никаких бонусов в виде бесплатного раннего заселения или каких-либо апгрейдов, при этом за доплату, пожалуйста, как говорится, любой каприз за ваши деньги. На стойках регистрации сразу в лоб говорят: у вас забронирован стандартный номер с видом на дорогу. Если хотите во двор отеля с видом на сад и бассейн, доплата такая-то. При этом изначально при выборе варианта размещения прописан только тип номера. То есть стандарт рум, делюкс рум, family, suite, а вид с балкона типа backwview, garden view, pool view в описании номеров не указан. Проверила несколько разных ресурсов. По фото и площади комнат я не нашла отличий между стандарт и делюкс. Возможно, все делюкс с балконом во внутренний двор, но так как эта информация прямо не обозначена, остается только гадать. В ванной комнате жидкое мыло, шампунь и гель для душа в дозаторах. Кондиционер для волос и крем или лосьон для кожи отсутствуют. Есть фен и сушилка для купальников. Полотенца для рук и банные в удовлетворительном состоянии, полотенца для ног нет. Вся мебель в номерах деревянная в готическом стиле с большим количеством резных элементов. Как житель Египта скажу, что на момент строительства отеля это была очень дорогая мебель. Телевизор и холодильник с мини-баром новые. Все содержимое мини-бара платное. Пожалуй, худшая из слабых сторон отеля – это кровать с обернутым простыней изголовьем и изношенным постельным бельем. Первое, что подумала, увидев такое, как хорошо, что отель недалеко от дома, на ночь будем уезжать. Но присмотревшись и кое-что проанализировав, полегчало. Из 3 подушек на одной оказалась относительно свежая наволочка, 2 другие убрали в шкаф подальше с глаз долой. А относительно цвета пододеяльника предлагаем следующую версию. Вот 2 фото. Нажмите паузу и присмотритесь. Одно из них с отельного сайта, другое с инфолиста, который выдают при заселении. Везде пододеяльник по цвету отличается от наволочек. Так что, видимо, это дизайнерский ход, а не застиранная до желтизны ткань. Еще один нюанс – отсутствие розеток в комнате. Рядом с прикроватными тумбочками их нет вообще.
Вот здесь на стене есть одна, но вдали от тумбочек. Мы ее использовали для фумигатора от комаров. Кстати, берите с собой, комары есть. Рядом с рабочим столом доступных розеток тоже нет. Есть за столом, но к ним не добраться. Подвинуть стол пыталась, не получается, тяжелый. И это 21 век, когда в каждой семье по 10 гаджетов, требующих зарядки. Подытожим. Берите с собой наволочки, удлинители, тройники, фумигатор, чайник, кондиционер для волос, крем, много-много денег и будет вам счастье. Розетка за диваном могла бы спасти ситуацию, но оказалась нерабочей. А вот и наш вид с балкона стандартного номера в сторону дороги, как сказали сотрудники стойки регистрации. На самом деле в сторону отельного ограждения, за которым дорога. Это мог бы быть вполне приличный Garden View, если бы не мусор под балконом в виде окурков, сигаретных пачек, пластиковых бутылок и тому подобное. И это явно осталось не от предыдущих гостей, а накопилось за какое-то время. Видимо, этот участок территории отеля не считается, скорее как хозблок. Но раз уж сюда выходят гостевые балконы, надо бы содержать его в чистоте, как считаете? Переходим к более позитивной теме. Это питание. И первым делом покажу ресторан «Марракеш», только для взрослых. Он открыт во время завтрака и ужина, без предварительной записи по системе «Шведский стол». В отличие от основного ресторана, этот более камерный, соответственно, здесь потише и почище. Столы есть как внутри, так и на открытом воздухе. Вообще, на территории Grand Resort кафе на каждом шагу. Пообедать можно минимум в 4 разных локациях. Где что платно, а где включено в стоимость, лучше уточнять на месте. Особенно запутана ситуация с ужинами в а-ля карт. В какие-то нужна предварительная запись, в какие-то нет. Где-то напитки все только за доплату, а где-то и часть блюд за доплату. Мы по платным ресторанам не ходили, покажу только основной. Называется он «Махара». Завтрак и обед стандартные, как в любом египетском отеле средней ценовой категории, а ужин очень даже достойный. Интересно, что начинается ужин в 17:30. Это самое раннее время из всех отелей, где мы были. И если хотите застать все, что сейчас покажем, приходите к открытию. В частности, на станции суши-роллов самое вкусное очень быстро разбирают. Есть две линии раздачи по 6 лотков в каждой. Находятся в левой и правой частях ресторана, зеркально друг от друга. Ассортимент блюд в них идентичный, так что достаточно проверить одну любую. Как правило, здесь гарниры – рис, капуста, картофель, рагу и тому подобное. Обычно такие лотки должны быть с подогревом, но здесь какая-то проблема с этим. Либо подогрева нет вообще, либо он плохо работает. Так что только в начале ужина все действительно горячее. Дальше как повезет. Два вида супа. Станция пиццы и фетира. Много вариантов мясных блюд. За 3 ужина была и индейка, и утка, и баранина, и несколько вариантов говядины. Рыбы и морепродуктов небольшой выбор, но что-то было, по-моему, кальмары и крабы. В общем, для такого недорогого отеля выбор еды впечатляет. В детском уголке, на удивление, нормальные блюда, а не картошка фри и макароны, как обычно. Но и здесь проблема с подогревом. То, что должно быть горячим, холодное. На салатном столе овощная нарезка, бутерброды, пюреобразные закуски. Неплохой выбор египетских солений.
Есть как сухие специи, так и витрина с соусами. Фрукты как в нарезанном виде, так и целые. Яблоки, гуава, виноград, дыня, цитрусовые, бананы и даже клубника, хотя сезон ее уже закончился. Опять же, это кадры в первый час ужина. Позже не все пополняется. Каждый ужин есть мороженое, вкусов несколько. На сладком столе шоколадный фонтан. И последняя тема – вечерний досуг. Амфитеатр в Гранд Молл в данный момент не работает, а в ночном клубе Джангл здесь же в Гранд Молл по пятницам устраивают вечеринки. Остальные вечерние мероприятия проходят в Orange Club. Это бар с обслуживанием по системе «Все включено», ближайший к стойкам регистрации. В 20:30 мини-диско для малышей, в 21:30 шоу-программа типа квизов, караоке и тому подобное. После шоу импровизированная дискотека до полуночи. В день выезда браслеты срезают в 12:00, и по опыту проживания в других отелях этой сети мы думали, что вместе с браслетами заберут и карты на полотенце. Так было в Сива Гранд и Гранд Отель на первой линии. Там после 12 даже нельзя выйти к бассейну посидеть, но в Гранд Резорт разрешили остаться на территории и пользоваться полотенцами. Место расположения отеля очень выгодное. Туристический променад Эль-Мамша. В пешей доступности аптеки, супермаркеты, магазины беспошлинной торговли, дьюти-фри, бары и клубы. Напишите в комментариях, обзоры каких отелей вы хотели бы увидеть у нас на канале. Как раз планируем, что бронировать на май-июнь.